первую очередь хочу поздравить всех участников и с великим праздником Воскресения Христова, Христос воскресе, и с наступающим великим праздником, великой годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Уважаемые коллеги, тут уже неоднократно говорилось, что в настоящее время идет глобальная атака коллективного Запада на традиционные религии. Говорилось об атаках на ислам, но мы видим, как идет атака на христианство и конкретно на православие, как на самостоятельный цивилизационный проект. Еще несколько лет назад, лет 10 назад, мы посмеивались над приписыванием Збигневу Бжезинскому высказывания о том, что после крушения Советского Союза главным врагом США и Запада является православная церковь. Но когда 10 лет назад министр иностранных дел Швеции Карл Пильт назвал православие главной угрозой Западу и свободному миру, уже надо было, следовало насторожиться. И сегодня, глядя на ситуацию на Украине, глядя на ситуацию в Молдавии и в других странах православных айкумены, мы в этом убедились воочию. Ну, передо мной многоуважаемый мной отец Геннадий Штиль уже рассказал о том, что творится на Украине. Добавить нечего, по сути дела. Да, сегодня на Украине происходит самый настоящий погром православной церкви. Ежедневно буквально мы сталкиваемся с многочисленными беспрецедентными актами давления на религиозную организацию. Ежедневно мы видим аресты духовных лиц, нападения, избиение прихожан, захват храмов и, самое главное, показательное кощунство в святых местах. Ну и мы видим самых настоящих узников совести, самых настоящих исповедников, мучеников за веру. Отец Геннадий приводил пример с митрополитом Запорожским Лукой, которого сегодня заключили под домашний арест. Много времени находится под арестом митрополит Феофан, но и православный журналист, уже пожилой человек, достаточно 60-летний Дмитрий Скворцов в Киеве уже несколько месяцев находится в тюремном застенке. И все это происходит при молчаливом одобрении коллективного Запада. Подобная же ситуация происходит и в Молдавии, в нашей стране, руководство которой, также следуя по пути Украины, избрало путь давления на молдавскую митрополию. Эту структуру пытаются вынудить выйти из состава Московского патриархата, пытаются вынудить ее разорвать все многовековые связи с материнской русской православной церковью. Румынский патриархат, действуя на канонической территории русской церкви, не брезгует подкупом священнослужителей, обещая им государственные зарплаты и полные социальные пакеты в Румынии, поскольку каждый румынский священник, он в статусе госчиновника. Такой статус госчиновников в странах ЕС обещают в качестве манги священнослужителям молдавской митрополии. У нас, слава богу, до погромов по украинскому образцу еще не дошло, пока у нас не дошло до объявления Русской Православной Церкви террористической организации, как это было сделано в Эстонии.
но в СМИ Молдовы уже развернута полномасштабная кампания ненависти и очернения в адрес молдавской митрополии и особенно в адрес тех архиереев и священнослужителей, которые сохраняют верность Русской Православной Церкви, таких как архиепископ Бельский, Фалерский Кел. В результате в нашей стране многие священнослужители даже настроены пророссийски, проявляют малодушие и в своих выступлениях в СМИ пытаются отмежеваться от московского патриархата. Да, это, конечно, отречение от церкви, подобное отречению евангельскому, отречению Петра от Господа нашего Иисуса Христа. Мы понимаем, конечно, что подобные отречения вынужденные, я не хочу называть имен, но, конечно, мы одобрить его не можем. И в заключении хочу сказать, что я полностью поддерживаю инициативу уважаемого отца Геннадия и считаю, что в итоговой резолюции нашей конференции мы должны призвать все религиозные организации мира осудить акты прямого давления государственных органов в разных странах мира на традиционные религиозные конфессии и поднимать эти вопросы максимально высоко, вплоть до Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Уважаемые коллеги, еще раз с праздниками вас всех. Спасибо за внимание.